Итак, ты задумался о переезде. Может, устал от своего города, может, работа уже давно удаленка, а может быть, просто интересно, а как это жить, когда не стоишь в пробке по 2 часа в день. И чтобы не стало причиной, вот ты тут. Гуглишь лучшие страны для переезда, листаешь рилсы, где люди пьют кофе в Португалии, как будто бы деньги не для них придумали. Но вот в чем правда. Ты не страну ищешь, ты ищешь город, потому что ты живешь не в Испании, а ты живешь в квартире на 4 этаже, без лифта, в Малаге, где соседи слушают реггетон, а пекарня внизу открывается в 6 утра. Сегодня мы разложим все по полочкам. Какие на самом деле вопросы надо себе задать, прежде чем собирать чемоданы. В этом видео ты узнаешь, почему с виз начинаются все реалии, как доход определяет твой выбор, как медицина может уничтожить твой бюджет, почему язык это не просто научусь потом, как политика влияет на повседневность, и почему переезд – это краш-тест для отношений. Меня зовут Александр, я жил в 5 странах, не всегда по доброй воле, но со временем я кое-что понял. Визы, или «а я вообще тут легально?» Иммиграцию не обманешь, к ней можно только подготовиться. Прежде чем влюбляться в страну, задайте себе вопрос, а я вообще подхожу под долгосрочную визу? Обычно визы бывают нескольких типов. Рабочая виза, виза цифрового кочевника, если доход онлайн, виза таланта, спойлер – это редкость. Инвестиционная виза, если деньги делаешь из воздуха, виза по воссоединению с семьей, учебная и еще несколько. Иногда помогают юристы, иногда просто забирают твои деньги и исчезают. Вот реальный кейс. У нас в Аргентине попросили за ведение дела $3500, и юрист даже не знала, что у россиян и украинцев нет права продлевать туристическую визу. Хороший человек, но не очень хороший специалист. Вывод – ищи нормальных специалистов и проверяй все сам. Второе – доход. Если ты не богат, тебе придется работать. Будем честны, если сразу 3 бабушки в крупной столице не оставили тебе 3 квартиры, тебе нужен доход. Вот тут многие сталкиваются с реальностью. Есть страны, где жить приятно, но зарабатывать – это ад. Низкие зарплаты и твои навыки там никому не нужны. Разрешение на работу из серии «Удачи». А если заработать и можно, то денег хватает только на дошек и проездной. В какой-то момент ты начнешь думать, почему я горбачусь в 2 раза больше, а получаю в 2 раза меньше. И вот тогда приходит выгорание. Третье – стоимость жизни. Это не только аренда. Переезд в Тбилиси и переезд в Осло – это разные планеты. Рассчитывайте не только на съем жилья, потому что нужна еще и финансовая подушка на несколько месяцев, пока не пойдет стабильный доход. К примеру, даже если квартира попалась с мебелью, то все равно нужно докупить разные мелочи, которые могут сожрать несколько тысяч долларов. И вот вам пример. Семья из 4 человек в Дубае минимум нуждается в $3000, и это без учета частной школы. В Мексике 1500–2000 достаточно. И тут хочу еще добавить, выбирайте жилье тщательно, потому что контракты обычно долгосрочные на год, и вам некуда будет деваться. В общем, знай свои цифры, от них зависит твой образ жизни. Четвертое. Медицина. Выжить не должно стоить тебе квартиры. В США шикарная медицина, но за сломанную ногу с тебя могут стрясти $40 000. В Канаде она бесплатная, но ждать врача по 6 месяцев – так себе удовольствие. Где-то частная медицина доступна, где-то лучше просто не болеть. Если тебе за 30 и ты думаешь, что помощь тебе не понадобится, ты либо в иллюзиях, либо киборг. Изучи стоимость экстренных случаев, разберись со страховкой и не тяни до первых симптомов. Климат. Рай для туриста может стать адом для жизни. Все говорят, что хотят солнце, пляжи, пока не приходит плюс 40 и влажность 90%. И ты буквально прилип к стулу. Или наоборот, холод, темнота 8 месяцев в году, и ты уже ищешь витаминки. Подумай, что тебе реально нравится. Сезонность, мокрый морской воздух, морозный воздух, океанский бриз, мгла, снег, не знаю, кому-то может нравиться. Усталость от климата – это не шутка, не игнорируй ее. Шестое. Язык. Не выучишь – будешь один. И нет, английского хватает не везде. Он, конечно, распространен, но если хочешь влиться в общество, открыть банковский счет, общаться с местными, нужен язык страны. Если ты уже говоришь не только на своем, подумай, где это вообще применимо. Если нет, начни с английского. Он, конечно, не идеален, но открывает много дверей. Вторым языком логично выбрать испанский, потому что 600 миллионов носителей и 22 страны, где он официальный. Не говори «я выучу потом». Потом равно никогда. Седьмое. Дети и школы. Переезжаешь не только ты. Если у тебя есть дети, система образования очень важна. Это не только баллы и ЕГЭ, это окружение, безопасность, ценности, которые там преподают, местный менталитет. Ты можешь влюбиться в вид на море, но твой ребенок будет жить в этом районе каждый день.
Не упускай этот пункт. 8. Политика. Не лезем, но изучаем. Не надо становиться политологом, но надо знать, безопасно ли, можно ли оформить на себя недвижимость, большая ли коррупция и как относится к иностранцам. Если все решается по знакомству, а местные имеют в 10 раз больше полномочий и защиты, чем ты, то чувствовать себя ты будешь каждый день так себе. 9. Культура. Это не только кухня и карнавалы. Где-то все быстро, где-то все вечность, где-то строго, где-то хаос. И даже если ты открыт миру, тебя все равно может выжить. Пример. На Карибах завтра может быть через неделю. В Японии с тобой будут очень вежливы, но ты всегда там чужак. В Южной Европе, удачи, если хочешь что-то по-быстрому. Культурный код влияет на самочувствие. Не надо его недооценивать. 10. Отношения. Переезд не лечит. Если вы пара, переезд – это стресс-тест для вас. Документы, финансы, одиночество, культурный шок и все это сразу. Крепкие пары становятся крепче, слабые ломаются. Решение должно быть обоюдным. Это не так, что я поддержу любое твое решение. Это будет не поддержка, а отсрочка. Многие пары в эмиграции расстаются в первый же год. Это не значит, что не надо никуда переезжать. Это означает, что надо готовиться как команда. Ну и в заключение хочу сказать, не переезжай просто потому, что там тепло, там простая виза, дешево жить. Это не план, это просто дорогой отпуск. Релокация – сложный процесс. Нужны подготовка, терпение, гибкость и честность с собой. Если город тебе не подошел, ищи другой. Если страна не твоя, двигайся дальше. Но не возвращайся просто потому, что знакомо. Возврат не провал, но возврат без опыта, это уж точно провал. Продолжай путь. Ты ищешь не идеальное, ты ищешь подходящее именно тебе. Напиши в комментариях, где ты сейчас, только мечтаешь, собрал уже чемодан, жалеешь, кайфуешь. Мне будет интересно очень почитать. И, как всегда, увидимся на следующем месте.